Дорогие друзья, приглашаю вас связать сегодня два очень простых узора. Это резиночка и вот такой узор объемный, достаточно простой, распространенный. Покажу, как перейти от одного узора к другому. И посмотрим, видите, как будет смотреться и резиночка, и наш узор в готовом изделии в различном цвете. Присоединяйтесь, сможет выполнить такие узоры даже начинающая рукодельница. Использовать можно буквально везде, поэтому пробуйте, пишите в комментариях, что у вас получилось. Не забывайте ставить лайки и приступим. Для работы я использую крючок 5,5 и образец я выполняю из пряжи полухлопок 100 метров 100 граммах. Видите, вот он такой толстенький получается. А вот изделие выполнено из полушерсти 240 метров 100 граммах. И крючочек вы можете использовать от 3,5 до 4,5. Будете уже подбирать в соответствии со своей плотностью. И можете, допустим, резиночку связать более тонким крючком, а узор более, взять немножечко потолще, да, то есть размер побольше. Пробуйте, обязательно делайте небольшой образец, смотрите, какой образец вам, можете даже два образца сделать, какой вам образец больше понравится. Резиночка просто великолепная получается. И вот хочу показать, как два узора наши смотрятся, видите, в разном цвете и в разной пряже, конечно же. И начинаем выполнение нашего первого узора. Это будет резиночка, очень простая, с 7 воздушных петель. Количество петель вы можете набрать буквально любое. Раппорт у нас 1 петелечка в ширину раппорта. 3. Я наберу 4, 5, 6, 7. Цепочку из 7 воздушных петель. Далее я выполняю одну воздушную петлю. Она будет служить у меня для перехода от одного ряда к другому. И ввожу крючок и выполняю соединительную петлю или соединительный столбик. Вот таким образом. Все очень-очень просто до конца ряда. На что хочу обратить ваше внимание. Когда вы выполняете соединительные столбики или петли, их еще называют, не затягивайте, то есть ваша петелечка должна быть такая же, как и предыдущие, то есть в цепочке, иначе полотно получится затянутым и некрасивым. Мы выполнили наши соединительные, пока общались с вами, видите. И далее я выполняю опять же одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Работу разворачиваю, пропускаю эту петлю, которая у меня служит для перехода от одного ряда к другому. И смотрите, ввожу крючок в дальнюю или заднюю полупетлю и выполняю соединительные. Так я в дальнейшем буду выполнять всю резиночку, то есть выполнять соединительные петли или столбики за дальнюю полупетлю. Очень все просто, достаточно быстро. Резиночка получается эластичной, красивой, плотной и не деформируется. И хочу сказать вам, что если вы хотите сделать такую, знаете, рыхлую резиночку, возьмите потолще крючок, если более плотный, крючок потоньше. Выполнили наши соединительные. Далее опять воздушная. Работу разворачиваем, ввожу крючок, пропустив, вот эту воздушную, обязательно обращайте внимание, и выполняем наши соединительные. Очень просто, быстро. Резинка очень интересная и красивая получается. Если вы начинающая рукодельница, то я рекомендую прямо связать с этой резиночки вплоть до
допустим, шарфика, да, вы набираете огромное количество петель, крючок потолще берете, у вас получится очень красивый шарфик. Вяжется просто. Опять же, воздушная, работу разворачиваю и соединительной за дальнюю полупетлю. Так мы с вами выполняем нашу резинку на необходимую нам длину. Мы выполнили вот такую красивую резиночку. Сразу хочу сказать, что вяжется она очень-очень просто, доступна даже начинающей рукодельнице, и использовать вы можете ее буквально везде, начиная от шапочки и заканчивая, допустим, для создания сумки, для создания коврика. Резиночку эту можно использовать в качестве манжета в любом изделии, начиная от пуловера, кардигана и так далее. И я покажу, как перейти ко второму узору, тоже очень простой. И что мы делаем? Мы с вами выполняем одну воздушную и будем выполнять столбики без накида. Сразу хочу сказать, что столбики без накида вы вяжете очень рыхло. Я ввожу крючок вот прямо, видите, скажем так, в ряд нашего узора. И выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Не спешите, аккуратненько. Мы с вами провяжем столбики без накида. И выполните несколько столбиков без накида и обязательно себя проверьте. Я сейчас выполню еще один столбик. Чтобы ваша резиночка свободно растягивалась, видите, да, и давала полотну, ну, скажем так, видите, свободно, вот таким образом. То есть столбики не должны затягивать наше полотно. Вот прекрасно смотрится и аккуратно. Это столбики у нас будут без накида вязаться до конца ряда, и они нам необходимы для перехода от одного рисуночка к другому. Второй наш рисунок, сразу скажу, раппорт 2 петли в ширину, и 1 петля у нас добавляется для симметрии. Обязательно учитывайте при расчетах, при выполнении резинки. Ну, как вы уже увидели, вяжем мы с вами поворотными рядами. Выполняем столбики без накида до конца ряда. Напоминаю, выполняем мы их достаточно рыхло, свободно, видите, да? Я выполнила ряд столбиков без накида. Видите, вот они красиво, очень гармонично смотрятся и прекрасно служат для перехода от одного рисунка к другому. И мы приступим к выполнению нашего следующего узора. Раппорт в ширину, я повторюсь, 2 петли. Раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. Очень легко вяжется и запоминается. Узорчик сам достаточно распространенный. Смотрите, я выполняю 2 воздушные петли подъема, работу разворачиваю. Далее я пропускаю вершинку первого столбика, вершинку следующего столбика я ввожу крючок и выполняю соединительную. Накид, следующую вершинку я выполняю полустолбик. Далее вершинку соединительную. И так чередуем. Полустолбик и соединительная. Полустолбик и соединительная. И еще раз полустолбик и соединительная. Так вы выполняете до конца ряда. Длина ряда у каждого своя. И я завершаю выполнение нашего ряда. Смотрите, я выполнила соединительную и завершаю выполнение полустолбиком. Ввожу крючок в воздушную, которую выполняла в начале ряда, и провязываю полустолбик.
мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Смотрите, далее я выполняю одну воздушную петлю. Она у меня в узоре не участвует, а необходима для перехода от одного ряда к другому. Разворачиваю, пропускаю петелечку, в следующую ввожу крючок и выполняю соединительную. То есть над полустолбиком я теперь выполняю соединительный столбик или соединительную петлю, а над соединительной петлей я буду выполнять полустолбик. Все очень-очень просто. Соединительная и в следующую петелечку полустолбик. Видите, да? Очень просто вяжется, смотреться будет узор красиво и интересно. Мы с вами выполнили полустолбик, значит далее соединительная. Далее в следующую вершинку полустолбик, в следующую соединительная, полустолбик, соединительная, полустолбик, соединительная, полустолбик. И обращаю ваше внимание, что завершаю я, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Второй мой ряд завершен, и завершен раппорт в высоту. Смотрите, узор у нас получается двусторонний. С одной и с другой стороны смотрится объемно, красиво и интересно. И я начну выполнение следующего ряда. Далее вы продолжите самостоятельно на необходимую вам высоту. И, конечно же, ряды у вас будут совершенно другие. Но я имею в виду более длинные. Выполняю 2 воздушные петелечки подъема, работу разворачиваю очень внимательно. Я пропускаю 2 петли подъема, пропускаю первую вершинку и в следующую вершинку. Вот она, видите, да? Вот полустолбик, я выполняю соединительную. Далее полустолбик, соединительная, полустолбик, соединительная, полустолбик и так далее. Вязать очень просто, очень интересно, приятно, несложно. Вот видите, уже хорошо вырисовывается наш красивый объемный узор. И я повторюсь, очень гармонично, красиво смотрятся столбики без накида, да, для перехода от одного узора к другому. Посмотрим теперь, как будет смотреться наш узор на более тонкой пряже. И я выполняла полотно меняет цвета. И смотрите, я выполнила несколько рядов моего узора. Смотрится просто потрясающе. Вяжется очень-очень просто. И видите, двусторонний получается. В принципе, как и наша резиночка, так и сам узор получается двусторонний. Вот такой объемненький, красивый. Покажу, как этот узорчик смотрится на готовом изделии. И готовое изделие. Красивый такой простой свитерок. Видите, очень просто вяжется. Если вы начинающая рукодельница, я рекомендую вам выполнить буквально какое-то простое изделие, жилет, допустим, вплоть до того, что может даже шарфик выполнить, коврик, сумочку, то есть совершенно что-то простое. Если более продвинутое, вы можете выполнить, начиная от пуловера, какой-то свитерок, кардиган и так далее. Будет смотреться великолепно. Вот резиночка. Кстати, резиночку, видите, обратите внимание, мы выполнили с двух цветов. И само изделие выполнено из остатков пряжи. Видите, переходы великолепно смотрятся. Очень удобно, хорошо смотрится узор. Мы с вами, видите, научились сегодня вязать резиночку. Вот она. Напоминаю, переход выполнили столбиками без накида ко второму узору. И вот наш узорчик
очень хорошо смотрится, причем, видите, в любом цвете прекрасно смотрится. Ворот тоже выполнен резиночкой, видите. И обращаю внимание, можете его сшить, можете внахлёст сделать, как в нашем варианте, можете пуговичкой декорировать еще. Ну, то есть вот таким образом. Все в ваших руках, все зависит от вашей фантазии, желания, но вяжется очень-очень просто. Смотрится просто великолепно. Манжет, рукавчик и низ изделия. Видите, то есть мы с вами научились вязать буквально 2 узора, а уже можно выполнить красивое изделие. Смотреться будет интересно, необычно. Подчеркну, но вяжется очень-очень просто. До новых встреч, дорогие друзья. Обязательно пишите в комментариях, использовали ли вы где-то уже такие узоры или будете использовать. Огромное спасибо за ваши комментарии, лайки и до новых встреч.